Привет, Эйяре мой. Может ли одно единственное объятие, не запечатленное на камеру, раскрыть самые глубокие раны мировой звезды? И почему именно этот невидимый момент заставляет миллионы фанатов по всему миру плакать в тишине? Этот вопрос эхом разносится в сердцах с момента окончания прямой трансляции Чингука. Дело было не в том, что он сказал напрямую, а в том, что он не смог сказать. Долгие паузы между предложениями, отстраненный взгляд в его глазах перед тем, как экран погас. И удивительный факт, раскрытый позже, Тэхён тайно был рядом, утешая Чингука после окончания трансляции, вдали от камер, вдали от ликующих фанатов, но также близко к эмоциональной основе, которую они никогда не выставляли на показ. Что именно произошло? Особое взаимодействие. Почему этот момент считается отличным от тысяч предыдущих взаимодействий между Тэхёном и Чингуком? И почему многие фанаты называют этот инцидент одним из самых болезненных и гуманных эпизодов в истории BTS? На первый взгляд, трансляция казалась обычной. Чингук появился с легкой улыбкой, приветствуя фанатов мягким, профессиональным и почти безупречным голосом. Но для тех, кто привык читать его язык тела, что-то показалось странным с первой же секунды. Его взгляд был не таким ярким, как обычно, паузы между вдохами были дольше, и временами он дольше обычного смотрел вниз, словно мучительно подбирая слово. Он вежливо отвечал на простые вопросы фанатов. Но в его голосе чувствовалась едва заметная дрожь, которую невозможно было полностью скрыть. Это были не слезы или гнев, а эмоциональное истощение, которое может возникнуть только у человека, слишком долго несущего невыносимое бремя. Как только трансляция закончилась, экран погас. Для публики история должна была на этом закончиться. Начало настоящей истории. Но именно в этот момент настоящая история началась. Несколько часов спустя. Информация начала медленно распространяться, не из официальных заявлений или пресс-конференций, а из тихих шепотов среди сотрудников, из загадочных постов, которые быстро удалялись, и из косвенных признаний, которые фанаты собирали по крупицам. Ходят слухи, что Тэхён навестил Чингука сразу после окончания трансляции. Никаких камер, никаких официальных документов, просто присутствие лучшего друга, который понимает язык молчания лучше, чем кто-либо другой. Почему именно Тэхён? Вопрос возник сразу же. Разве другие участники BTS не так же близки к Чингуку? Разве они все не поддерживают друг друга? Ответ, несомненно, да. Однако отношения Тэхёна и Чингука имеют другой эмоциональный слой, сформировавшийся во время их стажерских лет и выкованный под тем же давлением, тем же одиночеством и теми же большими мечтами. Они росли вместе под пристальным вниманием мировой общественности, но также научились вместе прятаться, когда мир стал слишком шумным. Когда Чингук молчит, Тэхён часто оказывается самым чувствительным к малейшим изменениям в выражении его лица. Сила присутствия. По словам источника, близкого к ситуации, Тэхён не пришел с громкими словами или длинными советами. Он пришел с тишиной. Он сел рядом с Чингуком, позволив ему дышать, заставив его почувствовать, что он не один. В мире развлечений, который требует безупречного, эмоционального, публичного образа, такое ненавязчивое присутствие редкость и высоко ценится. Чингука, известного как «Золотой центр», с его мощным и многогранным образом. В тот вечер не просили быть кем-то другим, кроме самого себя. Тот факт, что этот момент произошел в тишине, только усиливает его эмоциональное воздействие. Не было никаких забот об имидже, никакой рекламной стратегии или заранее заготовленных сценариев. Все было органично, по-человечески искренне и хрупко. Фанаты, узнавшие об этой истории, отреагировали со смешанными чувствами. Грустью и облегчением.
Эйяр-Эмуай видит их искреннюю связь, чувствует печаль от тяжести, которую несет Чингук, и испытывают облегчение, зная, что он не одинок за кулисами. Уязвимость как сила. Чтобы понять, почему этот инцидент так важен, мы должны рассмотреть его в контексте недавней жизни Чингука. Давление, связанное с статусом мировой иконы, бесконечные ожидания и требования. Всегда выглядеть идеально были части его жизни с юных лет. Ранее Чингук боролся с несколькими проблемами. Он несколько раз намекал на свою усталость, хотя всегда облекал это в шутки или сдержанные замечания. По мнению многих наблюдателей, эта трансляция ознаменовала момент, когда в его защитной стене появилась небольшая трещина. Тэхён, с другой стороны, известен своей высокой эмоциональной чувствительностью. Он часто честно и поэтично говорит об искусстве, чувствах и сложностях человеческой природы. Его решение появиться тихо отражало его глубокое понимание того, что действительно было нужно Чингуку в тот момент: ни внимание публики, ни внешнее одобрение, а безопасное пространство, где он мог позволить себе быть уязвимым. Глобальный резонанс позже эта история переросла в глобальное обсуждение. Международные СМИ начали приводить этот инцидент в качестве примера солидарности. Редкость в современной индустрии развлечений. Но, что интересно, никакого официального объяснения от агентства не последовало. Ни опровержения, ни подтверждения. Это молчание фактически считается косвенным признанием того, что история правдива. В жестко контролируемом мире К-поп молчание часто говорит громче громких заявлений. Для Эйяр-Эмуай этот момент вызвал глубокие размышления. Многие признались, что плакали не только из сострадания к Чингуку, но и потому, что узнали себя в этой истории: усталость, скрытая за улыбкой, потребность в том, чтобы кто-то просто был рядом без осуждения, и важность дружбы в условиях жизненных стрессов. В своем молчании Тэхён и Чингук, кажется, воплощают коллективный эмоциональный опыт целого поколения, воспитанного под давлением необходимости всегда быть сильным. Некоторые аналитики поп-культуры назвали этот инцидент поворотным моментом в повествовании, не из-за изменения направления карьеры BTS, а из-за более глубокого понимания публикой их человеческой стороны. На протяжении многих лет BTS хвалили за их трудолюбие, дисциплину и выдающиеся достижения. Но история о том, как Тэхён тихо поддерживал Чингука, добавляет новое измерение: уязвимость как сила и эмпатия как основа долгосрочного успеха. Искренность невидимого. Что делает эту историю еще более трогательной, так это то, что мы, возможно, никогда не узнаем всех подробностей. Что Тэхён сказал Чингуку в ту ночь? Были ли слезы? Было ли место для смеха среди грусти? Все, что остается, это личное пространство, не тронутое публикой. И именно поэтому эта история так сильна. Она напоминает нам, что не каждый драгоценный момент следует поглощать, записывать или публиковать. Со временем продолжали всплывать мелкие детали, загадочный пост Тэхёна о Техой. Но теплой ночи, улыбка Чингука при его следующем появлении, которая казалась более спокойной. И их небольшие взаимодействия, которые теперь поклонники воспринимают по-новому. Все это формирует связное повествование без необходимости в явных объяснениях. В конечном счете, эта новость не о том, кто кого утешал после трансляции. Она о том, как два человека, которым суждено стать мировыми звездами, поддерживают друг друга в самые хрупкие моменты. О том, как дружба может стать убежищем, когда мир кажется слишком тяжелым, и как самые трогательные моменты часто происходят вдали от внимания публики, в тишине, которую понимают только два человека. Плечо, на которое можно опереться. Заставит ли вас эта правдивая история плакать? Для многих ответ очевиден. Не.
из-за чрезмерной драматизации, а из-за редко встречающейся эмоциональной честности. И, возможно, за всеми вопросами и подсказками скрывается самое удивительное, простое осознание, даже тем, кто кажется самым сильным, все еще нужно плечо, на которое можно опереться. И иногда это плечо приходит без голоса, без камеры, только с неоспоримой искренностью. Тишина, окутавшая это событие, фактически стала эхом, отражающим более широкие эмоции. После того, как распространилась новость о тайной поддержке Ви Чингуку, обсуждение среди фанатов переключилось на другие темы. Речь идет уже не только о теориях, расписаниях или предстоящих проектах, оно затрагивает более глубокие аспекты. Психическое здоровье, бремя популярности и эмоциональную цену славы с раннего возраста. Многие ARMY начали пересматривать старые клипы, интервью и даже предыдущие трансляции, словно ища знаки, которые они пропустили. В прошлых интервью Чингук туманно говорил о своем страхе разочаровать других. Он выражал это такими фразами, которые звучали легкомысленно, почти игриво, но теперь воспринимаются совершенно иначе. Давление, заставляющее всегда быть лучшим, избегать ошибок и всегда излучать позитивную энергию, постепенно начинает ощущаться как бремя, которое продолжает накапливаться. Взаимное понимание, по мнению многих наблюдателей, последний концерт стал моментом, когда накопившееся напряжение достигло критической точки, хотя это и не было явно заявлено. Тэхён, который сам переживает эмоциональный кризис, кажется, понимает это состояние без дополнительных объяснений. Он однажды говорил об одиночестве, которое возникает даже среди криков тысяч людей, о тихих ночах в гостиничном номере после грандиозного выступления. Их эмоциональная близость строится не просто на сходстве ролей, а на пересечении жизненного опыта. Поэтому, когда Тэхён решает прийти тайно, это не импульсивный поступок, а реакция, рожденная глубокой эмпатией. Интересно, что индустрия развлечений редко находит место для таких историй. Эмоциональная поддержка часто упаковывается в формат, безопасный для публичного потребления, с тщательно подобранными словами и срежиссированными визуальными эффектами. Но эта история выходит за рамки этого шаблона. Никаких фотографий, никаких видеороликов, никаких цитат, только серия подсказок, собранных в связанную историю теми, кто достаточно чуток, чтобы ее прочитать. Некоммерциализированная интимность. В этом контексте отсутствие визуальных свидетельств – это не слабость, а сила самого повествования. Со временем некоторые наблюдатели за поп-культурой назвали это событие примером некоммерциализированной интимности, формы отношений, которые не коммерциализируются, не продаются и не выставляются на показ. В эпоху, когда почти любой аспект жизни знаменитости может стать контентом, решение сохранить этот момент в тайне само по себе является заявлением. Оно подтверждает границу между тем, что публике разрешено видеть, и тем, что должно быть защищено. Эмоциональная реакция фанатов усилилась. Грусть сменилась глубоким чувством уважения. Многие сказали, что они больше не требуют, чтобы Чингук всегда улыбался или выглядел идеально. Возникло коллективное сознание, что любить кумиров означает давать им пространство для того, чтобы быть цельными людьми, со своими слабостями и усталостью. В этом случае Тэхён не только утешает Чингука, но и косвенно помогает изменить то, как фанаты воспринимают их отношения со своими кумирами. Исцеление в тишине. Через несколько дней после инцидента Чингук снова появился на публике. Никаких конкретных заявлений или разъяснений не было, но наблюдались едва заметные изменения, которые трудно было игнорировать. Его улыбка казалась спокойнее. Его движения были более расслабленными. Словно с плеч свалился груз. Для некоторых эти изменения стали ответом. Они увидели в этом
Доказательство того, что полученная ими поддержка, какой бы незаметной она ни была, действительно важна. Сам Тэхён оставался последовательным в своем поведении. Ни один из постов напрямую не упоминал Чингука или инцидент, но в одном разговоре он упомянул о важности быть рядом с теми, кто нам дорог, даже когда никто не смотрит. Эта фраза, хотя и банальная, мгновенно была связана фанатами с этими событиями. Опять же, никакого подтверждения, только эмоциональный резонанс, который кажется реальным. Эта история также вызвала более широкое обсуждение динамики дружбы внутри больших групп, таких как BTS. За профессиональной структурой и плотным графиком скрывается сложная и глубокая сеть личных отношений. Тэхён и Чингук – лишь один из примеров, который случайно всплыл на поверхность. Но, вероятно, было много подобных моментов, которые так и не стали достоянием общественности. Это осознание привело многих к тому, что они стали видеть BTS не просто как сплоченную рабочую команду, а как поддерживающее человеческое сообщество. Академическая и гуманитарная перспектива. С более академической точки зрения, это событие можно рассматривать как пример эмпатии в условиях высокого давления. Исследования психического здоровья знаменитостей часто подчеркивают эмоциональную изоляцию как основной фактор риска. Присутствие поддерживающей фигуры, которая понимает контекст и те же самые трудности, оказывается значимым защитным фактором. В данном случае Тэхён играет роль близкого человека, способного оказать своевременную и точную эмоциональную поддержку. Что поддерживает эту историю в живом виде, так это способ ее повествования. Без пустого сенсационализма, а посредством постепенно нарастающих эмоций. Каждая маленькая подсказка становится частью тщательно собранной головоломки. Каждая фанатская интерпретация добавляет новые смысловые слои. И во всем этом остается суть истории, суть искренней заботы. Узнает ли когда-нибудь публика все подробности той ночи? Вероятно, нет. И, возможно, им это и не нужно, потому что сила этой истории не в деталях, а в универсальной ценности, которую она представляет, как в то время, когда мир требует от нас оставаться сильными, одно тихое присутствие может стать спасением. Как настоящая дружба часто проявляется в тишине. Вечное напоминание. Со временем, по мере того, как появляется все больше новостей, история о том, как Тэхён тайно утешал Чингука, вероятно, станет одним из многих воспоминаний на долгом пути BTS. Но для тех, кто пережил это эмоционально, это останется напоминанием. Напоминанием о том, что за светом софитов и ревом ликования есть тихое место, где могут литься слезы и где можно признать усталость. И, возможно, это самый большой сюрприз из всех. Дело не в том, что Тэхён утешает Чингука, а в осознании того, что самые важные моменты часто не объявляются как срочные новости. Это был нежный шепот между двумя друзьями, который затем разнесся по всему миру, тронул сердце миллионов и оставил один вопрос, который продолжает повторяться, если даже им нужна поддержка друг друга, чтобы выжить. Разве мы все не имеем права поддерживать друг друга молча? Всеобщая эмпатия. Этот вопрос висит в воздухе, никогда. На него нет однозначного ответа, именно потому, что ответ слишком близок к опыту любого, кто когда-либо чувствовал усталость, но не знал, на кого опереться. С тех пор, как эта история распространилась, многие поклонники поняли, что они не просто стали свидетелями эмоционального эпизода в жизни своего кумира, но и задумались о собственной реальности. Именно поэтому эта новость длится дольше, чем обычный цикл сенсаций. Она не заканчивается в одночасье и не заглушается следующей модной темой, вместо этого она медленно оседает в душах людей, как маленькая рана, которую бережно помнят. Некоторые медиа-аналитики называют это явление
смещением фокуса внимания аудитории. Если раньше общественность была сосредоточена на достижениях. Несмотря на высокие показатели продаж и мировые рекорды, внимание теперь переключилось на более тонкие аспекты. Внутреннее состояние звезды, личные отношения и эмоциональную стабильность. Чингук, который годами позиционировался как символ безграничной энергии, внезапно предстал в образе того, кто может быть измотан, кто может споткнуться и кому необходимо присутствие других, чтобы оставаться на ногах. И именно в этой уязвимости его образ становится сильнее, реальнее и понятнее. Тэхён невольно становится центром этого символа, не как героический спаситель или главный герой, затмевающий всех, а как спутник, который понимает одну фундаментальную вещь: не всю боль нужно лечить словами. Новая зрелость в культуре, которая часто требует быстрых решений и мгновенной реакции, выбор молчать и просто быть здесь и сейчас часто недооценивается. Но в этом случае молчание становится самым красноречивым языком. Интересно наблюдать, как агентство и профессиональное сообщество реагируют на эту ситуацию. Нет попыток замолчать этот нарратив, но и не злоупотребляют им. Как будто существует негласное соглашение о том, что этой истории позволено развиваться так, как она есть. Для некоторых наблюдателей такое отношение сигнализирует о новой зрелости. Управление публичным имиджем, где человечность больше не воспринимается как угроза, а скорее как ценность, которая на самом деле укрепляет связи с аудиторией и онлайн-дискуссиями. Многие фанаты начали вспоминать старые цитаты об искусстве и грусти, о том, как неприятные чувства часто порождают самые честные произведения. Они также вспоминали моменты, когда Чингук говорил о страхе перед будущим и тревоге, которая приходит по ночам. Все эти фрагменты, которые когда-то существовали по отдельности, теперь кажутся связанными, образуя длинное повествование о двух личностях, растущих под огромным давлением. Эта история выходит за рамки фандома. Основные СМИ начали освещать это как пример здоровых рабочих отношений в индустрии развлечений. Ученые, изучающие популярную культуру, связывают это с концепцией эмоционального труда, в котором публичные деятели работают не только физически и творчески, но и эмоционально, демонстрируя чувства, ожидаемые публикой. В этом контексте внутренняя поддержка, подобная той, что оказал Тэхён, становится важным механизмом предотвращения хронического выгорания. Истинный смысл. Но под всем этим анализом скрывается эмоциональный слой, который нельзя объяснить теорией. Этот слой проявляется в личных историях фанатов, вдохновленных этим событием. Некоторые пишут, что наконец-то набрались смелости попросить о помощи после долгого сокрытия своих проблем. Другие говорят, что начали понимать важность поддержки друзей, даже если их об этом не просят. А третьи просто чувствуют поддержку, зная, что их кумиры борются с теми же чувствами. Со временем повествование о той ночи сместилось от сосредоточения исключительно на горе к сосредоточению на выздоровлении. Чингук, кажется, становится все более стабильным. Тэхён сохраняет спокойствие, и их взаимодействие, хотя и не претерпело радикальных изменений, теперь воспринимается с новой чуткостью. Каждый взгляд, каждая едва заметная улыбка, каждый совместный момент несет в себе более глубокий эмоциональный вес. Усвоила ли публика что-нибудь из этой истории? Возможно, да, возможно, не совсем, но по крайней мере, была короткая пауза, в которой мир перестал требовать и начал слушать. Пауза, в которой сочувствие вышло на первый план. И именно в этой паузе история «Тайном утешения» Тэхёном Чингука обретает свой глубочайший смысл. Тихая любовь. Потому что, в конечном счете, это новость не о скандалах, конфликтах или пустых чувствах. Это история о заботе,
которая не выставляется на показ, о поддержке, которая не афишируется, и о любви в ее самой тихой форме. История, которая, возможно, никогда не предназначалась для публичного обсуждения. Но когда она разворачивается, она напоминает нам о том, о чем мы часто забываем, за всеми ролями, которые мы играем, мы все еще люди, нуждающиеся друг в друге. И, возможно, именно поэтому эта история продолжает заставлять людей плакать. Даже спустя столько дней. Не из-за великой трагедии, а из-за той маленькой честности, которая кажется такой близкой, честности, которая шепчет тихо, но достаточно сильно, чтобы тронуть сердце каждого, кто ее услышит. В заключение, в конце концов, когда все домыслы начинают утихать, а разговоры постепенно затихают, от этой истории остаются не технические детали того, что произошло после трансляции, а эмоциональная составляющая. Эхо, которое трудно развеять. Тайное утешение Тэхёна Чингуку никогда не задумывалось как исторический момент или сенсационная новость, но именно поэтому оно так значимо. Это молчаливое напоминание о том, что за блеском сцены скрываются люди, которые все еще чувствуют усталость, сомнения и хрупкость. История завершается необычным образом, без официальных заявлений, без драматических подтверждений и без легко цитируемых кульминационных сцен. Финал – теплая тишина. Пространство, где сочувствие работает без необходимости афишироваться. Чингук никогда не говорил, что он сломался, а Тэхён никогда не утверждал, что спас кого-то. Но зрители чувствуют нечто гораздо более искреннее, чем слова, связь, которая поддерживается не столько вниманием публики, сколько присутствием. Для поклонников эта история, вероятно, запомнится не как сенсационная новость, а как момент для размышления о том, как любовь к кумирам также означает уважение их границ, предоставление места для молчания и понимания того, что сила не всегда выражается широкой улыбкой. Для индустрии развлечений это был тонкий намек на то, что человечность – это не слабость, которую нужно скрывать, а фундамент, который делает возможным долгосрочное и устойчивое развитие.